Всем доброй ночи. Дорогие друзья, я очень много дарила ритуалов на деньги, очень много дарила и дарю ритуалов, как избавиться от трудностей, от нищеты, отвязаться от этой доли. Если есть люди, у которых нет возможности обращаться к практику, они могут попробовать на первых порах себе помочь. Потому что я считаю, что безденежье, нищета, нужда – это самое страшное бедствие, которое существует. В древние времена боялись нищим подавать прямо на руки деньги. Считалось, что могут перенять их судьбу на себя. Оставляли именно отсюда и пошло вот это вот, эта традиция шляпу притянуть, да, или там коробку, куда клались деньги. Потому что люди ужасно боялись, что вдруг нищета того человека может перейти на них. Именно страх безденежья, безысходности и прочее заставляет человека искать спасение. Это самый главный страх внутри человека. После только страх смерти идет. Представляете, что страх смерти не на первом месте в жизни человека, больше страх нищеты, остаться ни с чем. Итак, есть несколько очень таких эффективных, хороших ритуалов, которые я вам дарила. Сжечь нищету, изгнать нищету. Вот это можно провести дома. И наряду с этим всем можно провести еще один ритуал. Этот ритуал моей бабушки. Я перевела на русский язык, как можно более лаконично, более так, как бы ближе к моему зрителю. Перевела этот ритуал «Смыть нищету» на русский язык. Это древний ритуал. Я хочу сказать, что это ритуал моей бабушки. То есть вообще на Кавказе в семье было принято хранить тайну ритуалов, хранить заговоры, которые давались предками. Поэтому наверняка, может быть, этот ритуал знают несколько человек, скажем, да, из той же Грузии, где я родилась. Потому что в каждой семье своя тайна. Если семья занималась колдовством, не распространялись. И, естественно, следовательно, что эти все ритуалы и прочие редко где можно найти. Очень много можно найти русских заговоров, но очень мало можно найти армянских заговоров. Потому что у нас в традиции было оставлять в семье. Говорили, грех кому-то отдавать или показывать, понимаете? Я говорю, что я взяла тетрадь без спросу и там прочитала, и после этого я очень сильно заболела. Меня наказали. Так вот, поскольку я вам не передаю прям в первозданном виде, но в любом случае я считаю, что меня не должны наказать души моих предков. Я надеюсь на это. Но я хочу вам подарить этот ритуал. Для этого вам понадобится горстка монет. Вам, наверное, этот ритуал лучше сделать, но сейчас вообще реки замерзли, видимо, да. Если у вас есть такая бегущая вода рядом, человеку, который живет в селе, намного проще. Хотя в городе тоже есть каналы, реки. Хотя нет, почему бы нет? В Москве, например, Москва-река не замерзла вся. Можно вполне это сделать. Попросить подъехать, да, на такси где-нибудь так поближе. Это сделать и уехать. Или на своей машине. Вполне можно. Если есть такая возможность. Итак. Вам нужно будет горстка монет. Далее берете тряпку, начинаете мыть ваш порог со стороны дома. То есть двери должны быть закрыты. Вы протираете порог, естественно, мочите эту тряпку в какой-то воде, в какой-то емкости. Я не знаю, таз у вас будет или что. Наберите столько воды, сколько поместится в маленькую баночку вылить.
Вот в этой воде символически смываете порог. Естественно, вы не полностью очищаете дом и так далее. Вы протираете порог, смачиваете эту тряпку, снова протираете и говорите эти слова 6 раз. Бедность окаянная, бедность ненасытная, девка костлявая, смойся отсюда, с моего порога, с моей хаты, с моей жизни, скинь окаянная, уберись незваная, я тебя смываю, навеки изгоняю. Чистите, вот еще раз, то есть протираете, мочите тряпку, выжимаете, опять протираете, говорите эти слова, и так 6 раз. Тряпку после можете просто выкинуть в мусорку. Эту воду вылейте, ну, если это вода в кружке какой-нибудь вы набрали, неважно в чем, вылейте в банку вот эту воду, которым вы смывали порог. Закройте эту банку. Берите с собой. Можете в пакет положить, естественно, для удобства, чтобы никто не видел. Подойдите к реке. Это должна быть вода именно речная, потому что река символизирует жизнь, движение вперед. Понимаете, прорубь или там пруд искусственный и прочее не подходит. Потому что это стоячая вода, а жизнь должна двигаться вперед. В таких местах, где пруд, где озеро, где болото, там топят, как правило, долги. На долги делают ритуалы. А если вы хотите открыть денежные дороги, то вы должны найти реку. Подходите к реке, выливаете эту воду туда, грязную эту воду, и говорите: как ты, река, омываешь свои берега, так и вода смоет с моего порога. Бедность отмоет, да через реку в океан море смоет. Как реке в обратную не свернуть, да, так судьбе мне бедность обратно не вернуть. Устами глаголю, монетой плачу. Кидайте горстку монет в реку. От бедности свой дом освобождаю. Да будет так. Сказали, банку положили там же, оставили вместе с пакетом, ну или выкинули, с собой не берете. Отвернулись и ушли, не глядя. Через некоторое время ваши финансы намного улучшатся, потому что то, что вы хотели делать, и что-то, нечто мешало, оно перестанет вам мешать. Деньги начнут собираться, и они перестанут уходить на непредвиденные расходы, на постоянные какие-то бедствия, какие-то болезни и прочее, прочее. Денежная сила вернется к вам домой, потому что вы нищету изгнали, смыли из дома. Вот тут как раз слово «смойся» вот отсюда и приходит. Всем удачи!